Дмитрий Гостюшев. Хочу заступиться за гиперреалистов. Я знаю, что многие художники относятся к ним высокомерно. Я отношусь ко всем стилям с уважением, к гиперреалистам в частности. Это ведь тоже титанический труд. Да и попробуй добейся такой реалистичности. Для чего они это делают, прописывая каждый прыщий волосок? Думаю, такое самовыражение. Ну и как мы все хотят получить от зрителя свое вау. Любому художнику приятно получить зрительское вау. Иначе зачем все это? Действительно, зачем? Давайте подумаем. Они выбрали свой такой путь, и, конечно, у гиперреалистов есть очень крутые произведения, передающие зрителю собственное эмоциональное состояние. Они ведь тоже имеют право на свое экспрессион. Конечно, имеют, кто бы спорил. И каждый решает, у каждого художника свой путь, я в этом убежден. Спасибо вам за защиту гиперреалистов. Я не собираюсь никого обижать, просто всегда говорил, что это не мое, я не понимаю, действительно не понимаю, огромного размера, там, я не знаю, лицо, на котором там тысячи, миллионы волосков, все это сделано. Это большой труд. И первая ассоциация, которая приходит, наверное, есть художественный фильм, возьмем какой-нибудь талантливый, который длится 1:20, и возьмем сериал, который длится годами, каждый день, или какой-нибудь «Дом там 2», или не знаю, есть ли он или существует. Вообще идея показывать, как люди не умеют ладить, да еще за этим следят, как я понимаю, это же пользуется спросом, раз есть сериалы бесконечные. Востребовано, интересно подглядывать, как они в очередной раз друг с другом, вот этот энкаунтер группы такие, бесконечно это самое, бум-бум-бум, стучатся своими лбами. Раз это есть, и есть огромнейшая аудитория у этих сериалов, кто я такой, чтобы обижать режиссеров и людей, занятых в этом производстве? Это просто бизнес, значит, это нужно. Мне достаточно беглого взгляда, чтобы просто бежать от таких сериалов. И я даже не понимаю, никогда не понимаю, о чем. Вот там просто идет звук, шум такой, мусор. Бу-бу-бу-бу-бу. Они что-то разговаривают, что-то делают. Я не могу даже врубиться, никогда не могу. Только с удивлением смотрю на людей, которые с открытым ртом вот так смотрят. То есть они в теме. Мне порой кажется, что и в полуторачасовом фильме есть сцены, которые сделал бы короче. Мы выбираем, во что мы вкладываем и какое количество энергии вкладываем. Вкладываем большое количество энергии, мы этим живем. Вложили в сериал длиной в 10 лет, и посчитайте, сколько мы у себя оторвали времени на развитие, на то, чтобы чувствовать, на то, чтобы любить, на то, чтобы делать что-нибудь. Гиперреалист, который делает эти прыщи волосики, наверняка работает над этой картиной, я не знаю, год, наверное. Надо же каждую протыкать. И причем с фотографической точностью. То есть превратиться в принтер. Да, эмоции есть, я не спорю, но это же просто печать. Ты глазом без проводов, принтером, своим мозгом печатаешь на холсте то, что видишь на фото. Мастерство? Конечно, мастерство. Но чего? Механического переноса одного фотографии, увеличения ее на холст. Все. Вау, да, конечно, вау. Во, какое вау. Ради этого стоит жить. Паша, 27-05-97. Здравствуйте, здрасте, Паша. Я пишу картины по-разному, зависит от настроения. Бывают очень проработанные академические работы с серьезным ощущением от картины, а бывают импульсные работы, когда нет желания или сил работать подробно над цветом и деталями. Появляется вымышленный цвет, и эти работы больше становятся дизайнерскими. Проблема в том, что и те работы мне очень нравятся, и я ими дорожу, но они настолько разные по своей сути и технике, что зритель может не понять такого отличия в собственных работах.
Ведь у художника, чтобы его узнавали, должен сложиться определенный вектор пути, направленность. Например, вашу работу можно спокойно узнать даже без подписи, а у меня такого нет. По логике я должен выбрать что-то одно, но я человек настроения и ощущений, и не всегда есть желание писать как надо, а хочется писать, как душа просит, как быть. Большое спасибо за ваше творчество и видео. Спасибо большое, Паша. Да никак не быть. Я убежден в том, что надо быть. Надо быть и делать то, что тебе приносит удовольствие. И забыть о тех, вообще о зрителях навсегда. А что это дает? Ну что? Ты в угоду их начинаешь вообще жить. Для них. Для того, чтобы тебя заметили, твой особенный стиль, тогда получится карьера. Ну и может уйти на это вся жизнь, а про счастье-то мы забываем. Но для этого мы существуем, для того, чтобы радость была, когда мы пишем работу. Вы, ваша энергия, стиль сам родится. Он выплывет из вашей искренности, я в этом убежден. Делайте по-разному, но нельзя же в одной куртке ходить все время. Ну, девушки, женщины, посмотрите, у них, я не знаю, был бы дом для платьев, они бы надевали каждый день разное. Вообще один раз и все. А мы привыкаем к своим сандалиям, к башмакам. Как Рязанов написал целое стихотворение, посвященное стоптанным башмакам, как он их любит, как в них, сколько они видели, сколько там всего пройдено. Через наши работы, рисунки, акварельные, масляные, любые живописные, через любые произведения искусства проглядывает душа. Стиль все равно виден. Он рождается из страстности, из страстного желания жить, видеть, запечатлевать свое ощущение этого мира. В этом смысл выражения «художник должен быть голодным». Голодным страстен, голодным до впечатления, ощущений. Быстрее сделать. Успеть ухватить момент, запечатлеть, потому что это все ускользает моментально. Пока ты выдавил краски, уже другое все. Голод, в смысле, мне не хватает еды, как ощущений мне не хватает. Мне не хватает поездок, не хватает времени, чтобы вот эту красоту запечатлеть, написать. Все идеи, которые возникают, чтобы это было материализовано, сделано. Вот в этом смысле голод. Продажа, маркетинг, стиль – это дело галеристов, это другая работа продавать. Художник должен писать по-разному, я в этом убежден. В какие бы одежды вы ни рядились, вашу походку всегда видно. Даже есть, по-моему, суфийская поговорка, что собака всегда узнает своего хозяина, в какие бы одежды он ни рядился. Мне очень интересно наблюдать за тем, как друзья, художники пытаются выкинуть что-то такое новое. Удивляют меня. Это говорит о том, что они живые, что это не консервы. Погода всегда ведь разная. Но мы узнаем, что это планета Земля, это не Марс. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, заходите в мою онлайн-школу живописи. Анонс для примера из недавнего урока, который уже есть в школе, его можно посмотреть. 49-й урок «Скала Дива». Морская тема – довольно сложное дело. Писать море, писать отражение в воде, скал, неба, этих разных материальностей. Но нужно просто разобраться, как это делать. И понять, что по-разному нужно писать различную материю. Небо – это одна структура, вода – другая, камни – это жесткая структура. Как к ним подойти? Какими средствами и как это делать наиболее выразительно, учитывая то, что есть центр композиции, здесь он смещен, и нужно ударить по свету мощно, харизматично, помня о том, что каждый мазок имеет ценность, все нужно держать во внимании, ничего не упускать. Тональное отношение, фактура, цвет, композиция. 49-й урок. «Скала Дива».